Переговоры сорваны, Иран открыл огонь, Трамп принял внезапное решение. Новые игры Москвы, Россия перекрыла важный транзит к Казахстану. Демилитаризация Черного моря, новый точный удар по флоту. Принуждение к сделке, Вашингтон ударил по самому больному месту режима. Соловьев нарвался, прямая атака на премьер-министра, скандал вышел на самый высокий уровень. Новое задержание, ТЦК в центре очередного скандала. Строительство цифрового ГУЛАГа идет со скрипом. Что пошло не так и сколько времени осталось у россиян? Новый шаг в борьбе с курением, радикальное решение правительства. Такого не делал еще никто в мире. Об этих и других событиях к вечеру среды 22 апреля. Информация, которой можно доверять. В эфире «Нехта». Переговоры оказались сорваны. Ожидаемой новой встречи представителей США и Ирана сегодня утром не состоялось. Делегации даже не прибыли в столицу Пакистана Исламабад. Тем не менее, Трамп пошел на неожиданный шаг. Президент США написал, что верхушка режима расколота, и он дает им больше времени, чтобы выработать единое решение. Но давление не ослабевает. Я поручил нашим вооруженным силам продолжать блокаду и оставаться в состоянии боеготовности. Я продлеваю режим прекращения огня до тех пор, пока их предложение не будет представлено, а переговоры не завершатся, так или иначе. Двухнедельное перемирие, заключенное 8 апреля, истекло сегодня, а нового дедлайна Трамп не обозначил. Тем временем из Тегерана звучат очередные обвинения. Трамп, вводя блокаду и нарушая режим прекращения огня, пытается превратить этот стол переговоров в своем собственном представлении в стол капитуляции или оправдать возобновление войны. Такое заявление сделал агентству Тасним спикер парламента Ирана, добавив, что Исламская республика готова раскрыть свои новые карты уже на поле боя. Для убедительности ночью бойцы корпуса стражей Исламской революции демонстративно выкатили на улицы Тегерана установки для пуска баллистических ракет. Большая эпопея завершена. Укртранснафта заявила, ремонт нефтепровода «Дружба» закончен, форс-мажор снят. Украина готова возобновить транзит нефти в Венгрию и Словакию. Этот маршрут стоял почти 3 месяца после российского удара, но параллельно шел жесткий политический торг. Виктор Орбан обвинял не Москву, а Киев и блокировал кредит от ЕС, требуя вернуть прокачку. Победивший на венгерских выборах Петер Мадьяр тоже увязал снятие вето з восстановленням транзита. Євросоюз просив Україну відремонтувати нафтопровід «Дружба», який росіяни розбили. Ми відремонтували. Как добавил Владимир Зеленский, теперь никаких причин для блокирования кредита от ЕС нет, и Киев ждет от партнеров исполнения своих обязательств. А вот Россия может остановить транзит казахстанской нефти в Европу. Об этом заявил министр энергетики Ерлан Акинженов. По неофициальным источникам мы знаем, что это правда. На май месяц у нас транзит 0. Российская сторона заявляет о неимении технической возможности по прокачке казахстанской нефти. Скорее всего, это связано с недавними ударами по российской инфраструктуре. Речь о поставках через ту самую «Дружбу», в том числе на НПЗ в германский Шведт. Казахстан через этот маршрут гнал до 3 миллионов тонн нефти. Это до 1/3 загрузки немецкого завода. И теперь возникает вопрос, Россия не может или не хочет качать казахстанское сырье. Как администрация Трампа рассчитывает заставить представителей режима аятолл заключить сделку? Детали приоткрыл министр финансов США. Скотт Бессент ожидает полной остановки добычи нефти Ираном из-за американской блокады. В считанные дни хранилище на острове Харк будет заполнено, а слабые иранские нефтяные скважины будут закрыты. Ограничение морской торговли Ирана напрямую нацелено на основные источники доходов режима. А любое лицо или судно, помогающее Исламской республике зарабатывать, по словам Скотта Бессента, рискует попасть под санкции США.
Украинские защитники продолжают добивать Черноморский флот России. Силы обороны поразили ряд важных объектов захватчиков, а в частности пункт управления движением военных кораблей «Стрелецкий» в Севастополе. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Всего несколько дней назад спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Украины «Приморы» поразило во временно оккупированном Крыму два больших десантных корабля страны-агрессора «Ямал» и «Николай Фильченко». Бумеранг войны вернулся туда, откуда был отправлен. В российской Сызрани, в Самарской области, во время налета беспилотников один из дронов попал в многоэтажку. Обрушился целый подъезд. По данным властей, из-под завалов спасли людей, но есть как минимум 2 погибших. Позже еще один дрон ударил по 10-этажке. Там начался пожар. По данным мониторинговых каналов, целью, скорее всего, был местный НПЗ. Поврежденные дома находятся всего в нескольких километрах от него. Сызрань, Самарская область. Атакован НПЗ. При отражении атаки российское ПВО поразило 2 жилых дома. Опять, российское ПВО – самая большая угроза российским гражданским. А вот для Украины удары агрессора по жилому сектору уже годами являются ежедневной реальностью. Утром россияне опять ударили по Одессе 2 волнами шахедов. Гражданская застройка не пострадала, зато есть разрушение портовой инфраструктуры. Возникли пожары. В Днепре после утренней атаки повреждены 2 многоквартирных дома и 1 частный. На Западе наконец-то стали реагировать на выпады российской пропаганды. В Италии в Министерство иностранных дел вызвали российского посла после выходки Владимира Соловьева. В эфире он грубо оскорбил премьер-министра Джорджо Мелони на итальянском языке. Vergogni della razza umana, bestie naturali, idiota patentata. Giorgio Meloni. Отреагировала на выходку и сама Мелони. По своей природе усердный пропагандист режима не может давать уроков ни последовательности, ни свободы. Но эти карикатуры точно не заставят нас изменить курс. В отличие от других, у нас нет никаких ниточек, у нас нет хозяев, и мы не выполняем приказы. У нас есть только один компас – интересы Италии, и мы будем продолжать следовать за ним с гордостью, вопреки пропагандистам со всех уголков мира. Несмотря на то, что один из итальянских министров, Маттео Сальвини, в свое время позировал в майке с портретом Путина, в целом итальянское правительство занимает с февраля 2022 года последовательную позицию поддержки Украины в противостоянии российской агрессии. Кроме того, у Соловьева есть личный мотив. Ранее у него арестовали недвижимость в Италии, ту самую виллу на озере Комо. Но вряд ли все эти крики и угрозы в эфире были бы возможны без одобрения главного заказчика. Соловьев Владимир Рудольфович, ведущий телевизионных и радиопрограмм Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. Вчера погоня со стрельбой в Одессе, сегодня задержание в Закарпатье. И тут в руки силовиков попал сотрудник ТЦК. Следователи Государственного бюро расследований Украины взяли с поличным начальника военно-медицинской комиссии. По данным ГБР, фигурант за $6 тысяч оформлял фиктивные справки для уклонения от мобилизации. Во время обысков на работе и дома у подозреваемого нашли больше 11 миллионов гривен. Фамилию официально не называют, но по данным СМИ речь, скорее всего, идет о начальнике военно-медицинской комиссии при Береговском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы. Борьба с курением выходит на новый уровень. В Великобритании приняли закон, который запрещает продажу табака всем, кто родился после 2008 года. То есть эти люди никогда не смогут легально купить сигареты ни сейчас, ни через 20 лет. Это знаковый законопроект, мои лорды. Он создаст поколение, свободное от курения. Фактически, это крупнейшее вмешательство в сферу общественного здравоохранения за целое поколение. И я могу заверить всех уважаемых лордов, что он спасет жизни.
Министр здравоохранения Уэс Стритинг назвал это историческим моментом для здоровья нации. Его цитирует The Guardian. Другие запреты тоже расширяют. Курить нельзя будет рядом со школами, больницами и на детских площадках. Также усиливают ограничения на рекламу вейпов. Это жесткий эксперимент. Власти хотят полностью убрать курение из будущего, но продавцы вейпов предупреждают, слишком строгие меры могут толкнуть часть людей обратно к нелегальному рынку или обычным сигаретам. Кремль требовал, но пока не получается. Российские мобильные операторы оказались технически не готовы вводить плату за VPN-трафик. Об этом пишут ведомости со ссылкой на источники в отрасли. Речь идет о требовании Минцифры России брать доплату за международный трафик сверх 15 гигабайт. Операторы просят отсрочку минимум до осени, чтобы переделать тарифы и не вызвать резкий удар по абонентам. Сроки уже поплыли, но курс остается прежним. VPN хотят сделать дороже и менее доступным. Корпус стражей исламской революции оригинально воспользовался дополнительным временем, которое Тегерану дал Трамп. Катер «Ксир» открыл огонь по контейнерному судну в Ормузском проливе. По данным британского центра морских торговых операций, иранский экипаж не выходил на связь и сразу начал стрельбу. Судно получило серьезное повреждение, при этом экипаж, по предварительной информации, не ранен. Инцидент произошел всего в нескольких десятках километров от побережья Омана. Позже Reuters сообщил, что обстрелу в проливе подверглись 3 судна. В свою очередь иранские СМИ пишут, силы «Ксир» остановили и взяли под контроль еще 3 торговых судна. Какой российский генерал озвучил шокирующие цифры потерь? Часть какой страны хотят назвать именем Трампа? Кто грабит суда в проливе, кроме иранцев? Кого из бывших замов Ермака арестовали? И где хотят поставить под ружье 70-летних? И где невменяемый 5 лет был депутатом? Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если еще не видели. Увидимся уже утром.